Галанчож – это просто эпицентр исторически важных, культурно значимых и природно богатых объектов Чечни. В этом выпуске мы проедем знаменитую Галанчожскую арку, покажем культовое озеро Чечни, пройдемся к северу от него по реке Осухи, дойдем до Гротовых пещер и просто хорошо проведем время. Практически во всех моих роликах мы толкаем машину, но сегодня не придется это сделать, потому что у нас есть джип. Апти, что здесь случилось? Здесь, видимо, был обвал и дорогу обновили. Соответственно, да. Такая вот ситуация. Ох ты! А, даже джип цепляется. А? Чич Боризом. А ты хотел заснять съемку, как большой камень на джип падает. Да, кстати. Мы сейчас доезжаем до знаменитой арки Галанчожской. Постараюсь показать вам с птички. Вот она. Эта арка невероятной красоты расположена по направлению к Галанчожскому озеру и была еще в советское время внесена в реестр особо охраняемых природных объектов. Находится она на высоте 1600 метров над уровнем моря. Если мой дрон не ошибся, то высота арки составляет около 20 метров. Это был мой первый полет и первое крушение. К огромному моему счастью, с дроном ничего не случилось. Он цел, да, Бешта? Да. Чуть поцарапал. Теперь ты не сможешь сказать ни бить, ни крашить. Ну все, снял я эту арку кое-как. Раньше она была, говорят, то, что намного меньше. И когда грузовики, грузовые машины проезжали, даже их борты касались краев вот этой арки. Сейчас она со временем становится больше. Интересное место вы нашли, ребята. Целящим барцу. Максимум осторожности. Все-таки с моими футзалками ничего не сравнится. Халатса судья валат. Тиеш ми да, тхузан. Знаешь, таки отцы. Телефон сохранится, валя? Он снял, как он падает. Материал хотя бы сохраню. Ой. Давай. Все, теперь можно смело падать. Бешта сказал, что на всякий случай он разместит на моем канале. Главное, смонтируй хорошо. Ох, хазду. Вот это, да, вилла? Вот мне всегда какая сила выталкивала вот эти высоту. Мы собирались, кстати, в виллах пойти, но планы в последний момент поменялись, и, наверное, отложим это на следующий или на еще на осень, наверное, скорее всего, посмотрим. Ну там очень красиво, там есть много пещер, гротов и много интересного в общем. Вам понравится, нам тоже. Все, а мы поехали дальше.
Все, доехали мы. Нам, кстати, сегодня очень сильно повезло с погодой, потому что в Галанчоже чаще всего, когда мы сюда приезжали, была очень плохая погода. Были тучи, было пасмурно и шел дождь. А сейчас прям все небо ясное. Идеальные погодные условия, чтобы снять это с дрона. Хотя я еще не очень умею им управлять, но давайте попробуем. Галайн-Ам – одно из самых живописных озер Чеченской Республики. Озеро считалось чудодейственным и священным, а его окрестности являлись когда-то культовым центром проживавших здесь тейпов. В том самом селении Вилаха сохранилось каменное изваяние, которое называется Тушоли, в виде человеческого изображения. В последнее время в этом месте бывает очень много туристов, много людей, которые отдыхают возле этого озера. И с моего последнего раза здесь накопилось очень много мусора. Пожалуйста, те, кто посещает такие первозданные, красивые, бесподобные места, постарайтесь за собой убрать то, что можно сжечь, сжигайте это, то, что нельзя, положите в пакет и в багажник, увозите с собой домой. Все, мы доехали до предела этого джипа. Кстати, подскажите, что это такое? Вот это. Что это? Мы не знаем, что это такое. Сейчас фоткаю в Google поиске. Узнаем, что это. Я сначала думал сдалека, когда я видел, что это цветы. Вон там красный. А, пустой который. И вот здесь какое-то поселение древнее. Муслим, название не знаешь ты этого поселения? Акабас. Наиболее сохранившееся поселение в этом районе, чье название переводится как «дикий склон» или же «склон, где много дичи». Прямо перед аулом протекает река Осухи, вдоль которой мы идем. Крушение лайнера! Почти! К сожалению, не все. Не все снял. Только завершающую часть. О, посмотри, какой камень интересный. О. Лом куда, значит? Мельница была здесь, да, получается? Друзья, обратите внимание на кастрюлю, которая в руках бежит. Чё ты другую не нашел, да? Что за кастрюля у тебя? Вот меня заставили взять. Я бы такой никогда не потащил в поход. Апти хочет что-то сделать, не знаю. Он хочет приготовить бульон. А я очень люблю бульон. Тогда ты и тащи. Нет, ты же друг, ты должен помогать.
Оба. Под ноги смотрите. Реально, как будто игра какая-то. Миссия пройти, не зацепив ничего. Так, мы сейчас находимся чуть ниже, где-то в километрах 3 от главной достопримечательности этого района, Галанчевского озера. И парни здесь уже начинают разбивать лагерь по ходу. Я с утра ничего не ел, очень голоден. Надо перекусить. Потом уже посмотрим, как мы дальше проведем этот день. Но место очень крутое. Посмотрите. Вот. Вот скалы. Вот еще. Собор делишь? О, ничего себе! Какой-то райский уголок. Але, по-моему, это самое лучшее место для ночевки. Можно да? я тебе одну вещь Давай, покажи, давай. За мной. Будь моим гидом. Давай, ты второй. Смотри. Ну, видишь. Подожди. Ничего себе! Ой, Ты должен туда подняться, ты знаешь это? Ты в курсе? Вот я только что этот говорил, парень что я очень уставший. должен туда подняться Я и показать, только что что там. говорил, что я уставший. Мама, А. ты никому ничего не должен. Я Он должен, себе должен. Я должен себе. Так, сейчас мы обосновались здесь, разбили палатки. Более-менее. Будем варить мясо. Долго еще? Как думаешь? Еще не часик точно. Хорошо вы сидите, да, парень? Да, что мы тебе говорим, бо почему чего хасит? Мама, ищет дрон запустить. Джим, махина. Под вечер, дик хлопцем снимайте. Вот здесь рядом есть у нас речка, ручеек. Здесь набираем воду. Все условия. Все условия у нас есть. Все идеально. Лагерь разбит. Рядом родник протекает. Эти два парня готовятся к завтрашнему дню. Что задумали эти парни? Мы строим ковчег. Не, умеете, могете. Ковчег для курицы. Стараемся. Да, мне даже интересно, как это будет выглядеть. Не поверишь, нам Нам тоже. самим это интересно. Вечный двигатель. Ладно. Побольше об этой конструкции вы сможете узнать и увидеть, посмотреть на канале Бешты. А я вскользь так покажу. Видео. Не буду занимать времени много влогов, чтобы подняться вон к тем пещерам. О! Давай! Сейчас мы запустим птичку. Кстати, мы не дали название этому дрону, поэтому я вот даю вам такую возможность. Сделайте. Выберем лучший вариант.
Так, несчетное количество, в общем, этих пещер здесь маленьких. Груты их называют, да, по-моему? Гроты. Кроты. Кроты, гроты. Sana da oynanmaz. А? Ставь. Дякша, мяс, костей здесь нету. По-моему, это может быть со временем, да, может быть со временем они их растащили отсюда. Может быть в то время Хасмат, у этих людей были такие условия, что они были вынуждены жить в таких вот этих выемках, маленьких пещерах. Наверное, тогда еще они были намного больше вот здесь. То есть здесь можно было бы, наверное, лечь спокойно. Я не знаю, насколько я прав, но это мое предположение. Не кажется, что оттесательно кто-то сделал эти выемки? Конечно, конечно. Рукотворный, видишь, в любом однозначно. По-другому быть и не может. Ладно, давайте пока это снимем с дрона и посмотрим, как это выглядит со стороны. Как вы думаете, чем служила вот эта выемка? Очень интересно. Я уверен, что если еще походить, покопаться, здесь можно найти очень много всего интересного. Но сейчас я боюсь пропустить, как готовят Апти и Бешта, я поэтому побыстрее хочу пойти к ним и посмотреть, что они делают. Поспокойнее, Халиш. Это одно из лучших твоих творений, да, в жизни? Козел! Как хозяин этой мельницы, ля, чуховый. У этих ребят своя волна. Nормально gidiyor. Gidiyor mu? Nerede? Ay. Посмотрите на этот лагерь и безобразие, которое здесь творится. Посмотрим через несколько минут на это и покажем вам, как надо убирать за собой. Все, Белал, мы закруглились. Все, готово. Надо показать все, что осталось после нас. Это ничего. Вот, И это не пожалуйста. мусор, это дерево, опилки. Да. Пожалуйста, если вы выехали отдыхать на природу, то, пожалуйста, уберите точно так же за собой, потому что в последнее время, где бы мы ни были, встречаются очень много грязных мест, которые люди забрасывают и не убирают за собой. Все, добрались мы до места, где стоит наша машина. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А если не понравилось, ставьте дизлайки, но только с обоснованием в комментариях. Да, именно так. Апти, как ощущения? У меня второе дыхание открылось. Воду дай, дыхание. Дыхание космоса. На, возьму. Після жизни судей весь походу. І бігати без. Ух, Да, смотрели. до новых встреч. Ось багато.